Здравствуйте, друзья! На момент выхода этого видео, я думаю, уже вся Варшава будет украшена новогодним и рождественским праздником. И атмосфера праздника будет уже царить повсюду. Но мы вам хотим показать, с чего все начиналось. Пойдемте вместе с вами, посмотрим. Так, друзья, смотрите. Мы в самом центре Варшавы, в самом центре старого города. И вот, полюбуйтесь. Смотрите, начали украшать елку, праздник приближается. Посмотрите, Интересно, какая будет елка в этом году в Варшаве, правда? В этом году, говорят, вот, кстати, уже, смотри, и Барбакан тоже поставили домики. Да. Говорят, что в этом году новое будет у нас новогоднее, рождественское. Барбакан же тоже останется. Он останется, да, но будет уже перед Сталинской высоткой. Там еще Дворцом науки будет, и культуры, да, будет там большая-большая ярмарка. Смотрите, рождественская. Уже эти столбы украсили. Ой, точно, и столбы украсили, и уже поставили вот эти все инсталляции, смотри. Новогодние, рождественские. В общем, праздник приближается все ближе и ближе. Скоро будет здесь очень-очень красиво. А пока еще вот лужи. Да, но уже лед, да? Это лед? Был лед, да, и листья. Нет, мама, неправильно. Калюжа. Неправильно говорится, скоро будет джингл бенд, джингл бенд, джингл бенд. Можно и так. Ну, в общем, все скоро будет. Скоро все будет весело и красиво. Человек играет на трубе. Сейчас плюс 4 градуса всего. Наверное, саксофон, а не труба. Да? Ну, я не разбираюсь. Я тоже. Извините, а вы уверены, что О, смотри. эти путешественники? Смотри. Бьют часы. На старой башне. Да. Это 3 часа? Ну да. 3 часа. Ну вот, а все стоят, смотри, фотографируют тоже, как начинается праздничный, как начинается праздничная Варшава, как начинается праздник, да. Ладно, пойдем. Да. А пока так смотришь еще, да, пока нету вот этого освещения праздничного, такие дома еще все серые, унылые, посмотри, да. Да, старый город. Хоть они и разноцветные, и очень-очень красивые, и интересные. Вон, посмотрите, какой балкончик, как у Карсона, на самом-самом верху на крыше. Красота? Там кони. Да, а вон, смотри, уже и повозка с лошадкой праздничная, да. Извините, а вы заметили, что там это другие домики, они начали другие домики? Да? Ну, может быть. У них там еще это... Ты думаешь? Что там как будто наверх можно будет. Да, как будто мостик такой, смотри, на Барбакане сделали, как будто вон мостик сверху сделали, видишь, от башни к башне. Интересно. Ладно. Интересно. Да нет, просто покажи, вот. Вот, смотрите, все уже готово, украшенные ветки шарами. Осталось только все это водрузить на эту конструкцию огромную. И будет красота. Так хочется эти шары. Ой, в этом году не одна, а 2 повозки, смотрите, Да. с лошадками. Фотографироваться будет. Но все будет красиво, когда все это начнет светиться фонарями праздничными. А мы сегодня идем за запеканками. Тоже украсили уже и пролеты, все эти улочки все украсили. Да, каждый год интересно, какие же будут Сядешь на лошадь? Ну, не на лошадь, праздничные а инсталляции. Ну, чё, Зимой сяду. Да? Да. А то она А щас ты не вы- хочешь это? Это По сегодня, Шару-Бору и Панора мне что-то не хочется сейчас на коне сидеть. это сегодня у нас 18 ноября. Видите, елку уже украшают. Немножко прогуляемся с вами по старому городу, полюбуемся на эти улочки. Ой, кто-то еще не отошел от Хэллоуина. Да, Да. тут еще осенняя инсталляция. Ну так еще ж осень. Смотри, тыквы, украшен вход. Ну, либо у них такой дизайн. Кафе Хамагды Гейслер. Ведущий. Вот. Ну да, есть кулинарное шоу по телевизору. Магда Кейс. Да, Магда Гейслер. Это шоу? Да, Ну, кулинарное шоу есть на телевидении.
Если кто-то уже здесь был, напишите. Если кто-то уже был здесь, обязательно напишите, как вам понравилось в этом ресторанчике. А смотри, наверху библиотека, никогда не видел. Да, я, кстати, тоже не обращала раньше внимания. Даже написано «библиотека публична». Но, Мог ее только поставить. а вот смотри, вот эти мы всегда любим рассматривать витрины. Пойдем посмотрим. Они очень такие праздничные в любое время года. Красивые. Посмотрите. Смотри, лягушки, квакушки. Вот. Смотрите, обязательно рояль и Шопен за роялем. Это такие Красота? литьё. Красота. Да. Очень много таких национальных вот, смотрите, таких сувениров. Керамика. Ой, ангелочки какие керамические, симпатичные, да? И колокольчики тоже. На елку вешаются тоже на двери, на елку. Ой, а тут огромная, как это Жаба. называть, стая лягушек. Стая. Семья, Это семейство, уже стадо. огромное семейство Это точно лягушек. семейство. И каждый занят чем-то своим. Посмотрите, как с выдумкой все сделали. Смотри, И рыбак нас есть. Нас фотографируют. Да, и Это фотограф. А вон, смотри, крутые на машине едут, а? А, А we got bugiga. Ну, влюбленная жаба. Нет, вот это влюбленная парочка. свадебная парочка. Смотри, повар жаба. Ну, в общем, здесь можно найти жаб любой профессии. Да. И Ой, смотрите, тут даже это ник есть. Ну, цен не видно здесь, это надо в магазин заходить, но мы не будем. Ну, Да. Пошли. Да. Тут даже ник есть. Да? ну здорово. Точно. И вот тоже витрина. Но это уже не такая красочная, интересная, но кому-то это Янтарь. самое интересное, да, Изделия. украшения и изделия из янтаря. Да. И наверху, вон, смотри, тоже. Ага. Такая вот экспозиция. Что-нибудь видно из сцены? Нет, ничего не видно. И тоже еще осталась осенняя Ага. декорация. И смотрите, тоже можно приобрести вот такие вот чижерчики национальные. Смотрите, польская, орел польский, С гербом. герб. Слушай, Да. дальше. Ну и что? А, что, это ж не за... Смотрите, сколько с янтаря. О, наверх покажи. Ой, какие красивые здесь изделия из янтаря, смотрите. У нас И вот тоже, посмотри, ой, какие, посмотри, как красиво. Написано Gold. Gold. Золото. Очень красиво. Да. Посмотри, какие шикарные. Вау. Да. Украшения. Просто. Вот такой вот в старом городе у нас получается вот такие вот магазины. Пошли дальше. Да. Супер. А напротив вот костел. Вот, О, скорпион. ага, скорпион. Да, скорпион из янтаря. Вы Супер. видите? Ой, а какие милые бабочки. Вы посмотрите, просто прелесть. Вообще очень красивые изделия. Ну вообще, тот, кто любит украшения из янтаря, то выбор огромный. Очень красиво. Интересно, это настоящий янтарь? ну да, Камень. Камень. ну да. Наверное. А тут рак. Рак, я думал, черепаха. Нет. И ножи такие отделанные, видишь, этим янтарем. И для Круто. бутылок, и для А, бутылок, корки. смотри, корки, да. Ой, и это папиросик. Да, это трубка. Вот так вот. Туфли. Мама, Дзенькуя, Запеканных. запечек. Дают, ну, сидят высоченные. И на. И уже, Полчаса жду, когда мне... Да. и здесь уже очень украсили, популярное смотрите, место, как как красиво раз. украсили вход. Да. Уже новогодний вход. А вот смотри, какой шикарный вид Ну, через этот
проем, проход. Какие здания шикарные, посмотри. Стены, посмотри. Нямка. Пироги. Пироги, да, можно в запечек зайти. Смотрите, как это все величественно и красиво. Просто необыкновенно. Да, гулять Наша цель. по старому городу одно удовольствие. Старушка. А вот эти вот ворота входные. И вот смотрите, с этой стороны огромное количество вот таких вот небольших кафешек на вынос. Здесь можно купить все, что хотите. И сладкое, и не сладкое. И нормальные цены совершенно. Тоже любит такие вот штучки. Висят. Да, тут детвора любит останавливаться. Носки прикольные. Выпечка. Лабубу. Лабубу. О, по 50 А это злотых, кто-то да? новый персонаж? Чебурашка. Это Теперь не лабуба, а то свабуба есть. Вот смотри, Вабуба. вот здесь вот знаменитые, смотрите, конфет. конфеты вот эти, да, это только в этом месте есть. Больше здесь, в старом городе, нигде их нет. Вот такие вот. Они разнообразные и цены 10 злотых. 10 злотых. За эту селедку, да? Да, за одну такую змейку. Разница. Не, помнишь, там же дальше магазин есть такой, там целая куча, только туда дальше, по старому городу. Да, ну там не совсем это, но Как я тебя сейчас... вот, смотрите, мы остановились, и сейчас здесь будем покупать запеканки. Мы здесь всегда покупаем, они всегда свежие, вкусные. И начинки много. 19 Не знаю, злотых как сейчас, да, они получается. подорожали, конечно. Ну, Год назад они чё были там? по 11, по-моему, сейчас Больше, уже 19. наверное. Ну да. Вот, ну что, все А дорожает. да. Ну, зато они здесь вкусные, действительно. Вот такой выбор. А вот с той стороны есть гофры, тоже кто любит сладкое. И трубочки такие с начинкой кремовым. Покажи. Вот такие вот цены. вот гофры. Рукой. Вот ты думаешь, это... Ну, о, вон те вот гофры, да? Да, Хорошо. Это с вишнями, что ли? да, А, вот это... да. Вот так Ну, вот. вот Сейчас мы здесь очередь создадим. Ладно, Вот. давай Да. заказывай. Ну и пока готовят наши запеканки, давайте немножко пройдемся, прогуляемся, посмотрим, что есть интересного. Заглядываем в витрины, вот смотрите, уже какие елочные украшения продают в этих магазинчиках сувенирных. Какая красота, просто произведение искусства, да? На улицах людей немного, пасмурно, прохладно. Видите, и нет еще туристов. Вернее, они есть, но их очень мало. Вот еще такая витрина с янтарем красивая. Ну вот, смотрите, центральная площадь, уже поставили все эти домики, киоски, в которых будут продавать новогодние лакомства, рождественские. Но еще ничего этого не работает. Уже все очень-очень скоро. Вот еще один магазин с янтарем. И тоже такие красивые здесь витрины, посмотрите. Какие украшения. Очень много янтаря. На любой вкус можно выбрать украшения. Да, смотрите, а там даже уже вон каток
Поставили каток, но еще не залит он дом, водой не залит. Но уже все готово. Ну и наши запеканки, наверное, уже готовы. Возвращаемся и будем кушать. Были такие голодные, что даже не успели снять, когда... Приложи вот это туда. Вот такой вот он по длине где-то Да. был. Не успели Да. снять, пока они были не целые. Были очень голодные, извините. Но очень вкусные, кстати. Это не реклама, а совет. Да. Моя прелесть. А? Моя прелесть. Вот реставрация идет, он повыносили старые какие-то мебли с этого здания, а будут, наверное, внутри что-то делать. Вот тоже такие замки, традиция вешать. А это жилые домики. Висла. Люди трудятся, строители плитку перекладывают. Вот всего лишь 3 часа, а видите, уже из-за того, что пасмурно, все шаро-буро и понуро. Еще и моросит мелкий дождь. Но ничего, все-таки праздник приближается, и мы вам еще покажем, как он приближается, да? Да. Ну что, как впечатление от пиццы? От запеканки? Вкусно? 10-10. Вот все, что осталось. Заплатили мы за это 57 злотых, да? За 3 запеканки. Но большие и вкусные. Да. Это единственное, что радует в такую серую погоду. Теплая запеканка, горячая. Продолжаем мы гулять по старому городу. И смотрите, вот этой вот не было совершенно вот этой части, а сейчас она есть. Это снимается, да, здесь очевидно снимается фильм. Вот там вот написано, палатки стоят, да. на палатке А мы написано, думаем, что мы его не видели. что это какая-то киностудия. Представляете? Смотрите, как он сюда вписался, здорово, да? А это с пенопласта сделано все. Мы думаем, как мы не видели. Столько лет ходим мимо и не видим. Ходим, да, и не видим А, так потому что оно очень хорошо вписалось. Да. Смотри, тоже какие стена такая интересная. Да, стена Ладно, пошли, шикарная. пока светло еще, давай. Не взорвался. А тут у кого-то... ещё это тоже инсталляция к фильму. Так и вот эти вынесенные, вот эти двери, я так понимаю, это тоже все относится к этой бутафории. Вот, кстати, написано даже, смотри. Меломедь. Меломедь. Да, это... Меломедь. Вот дальше написано Ицек Малер. Ицек Малер. То есть это А. такая инсталляция. А вот, смотри, еще котельщик. Вот, написано, смотри. Ну, тоже на 2 языках написано. Мгм. Котляж. И тут вот фотограф. Это улица, очевидно, с вывесками, а это все были как магазинчики. Вот эта инсталляция, это как магазины были, я так понимаю, видишь? Вот здесь, наверное, Вывески были, да, и да, они да. вот так вот снимают фильм. Да, потому что вот фотограф, например, тоже написано. Пошли. Пойдем. Вот смотри, окно с занавесками, Была. двери. Это откуда-то все это. Не знаю смысл фильма. И как это Ну да, называется. тут нету опознавательных знаков, что это будет за фильм. Но вот эта вся мебель, это как инсталляция для мебели. Для фильма. Да, Для то есть фильма. это Вот не- фонарь, например, тоже, смотри, А, который висел на Это стене. газовый фонарь.
Ага. Видите, на газу работает. Ну, интересно. А это что? У помнихи суверен, працовня Кравецкая. Угу. Это типа Эй, свет а где-то там должна горит была свет. быть. Ну да. И это тоже нужно. Эй, Да, там это свет вот. горит. Вот старая мебель такая. А, ну вот вывеска. Сейчас, минутку. И что написано? Торговая, Да не бери, Зай. А там торговая светится. площадь, плац Хандловый. А, И вот. по-русски написано. На 2 языках написано. Это фильм Подожди, снимать. что? И вот Бутафория. смотрите, костка сделана. Вон она, пластик такой. Ой, домик. Типа как будто что это тоже бутафорская такая. Да. И посмотри, вон много-много Старой мебели мебели старой. типа. Да, старой мебели. Да. Дождь начинается. Ну, вот так вот, Ладно, идем. Друзья, ой, тут много такой плитки еще, глянь. Ага. Они укладывали Машина. эту плитку. Сюда иди. Они укладывали вот этого вот, типа как для, может, лошадями, когда ездят, ну, чтобы выглядело и Чтоб не портить вот эту костку, что ли? Ну нет, я Вот. думаю, это специально сделали, чтобы... А вот, смотри, еще. Ну куда ты бежишь? Да. Смотри. Тоже вывеска Врубель, мастерская шляп. Ага. Смотри, Ну все, пошли. здорово. Вот, смотрите, Вот еще вывески, Вот он гляньте. снял. Как интересно, можно увидеть вот все магазинчики, которые, ну, все ателье, которые Ага. здесь были раньше. Свежая Колесник. рыба. Видите, это тот, кто чинил колеса. Ага. Да, свежая рыба. Точение ножей. Базарные дни. В базарные дни. Да. Прикольно. Да, меняли двери, те, которые у людей, меняли на старые. Правильно? Ну, Я так понимаю. они не разбирают. Ой, ребята, как интересно. Жалко, мы не попали сюда, когда снимали этот фильм. Да, он тоже дверь какая. Вот дверь. Да, ворота такие, двери. Как интересно, да? Это Осторожно, скользко. старая рыночная. Я заметила, папа. Смотри, Заметила. обувь. Обувь. Акинский. Смотрите, а это тоже вот бутафорские бы- колонны различные, видите? Я думаю, мы скоро это все увидим в фильме. Как все здорово. Может быть, это рыночная площадь, там же, помнишь, там было рыночная Ну да, площадь. да, И это, вот это всё. проход был к рыночной Да. площади, а по дороге были вот эти вот все магазинчики. Вот, смотри, тут тоже такая вывеска. Регулятор, короче, регулирует А, желудок. Это аптека, очевидно, была, аптекарь. Смотрите, а вот вечерняя уже Варшава. Вот так вот она уже зажглась фонарями. Красиво. И мы поднимаемся. Смотри, какой дом красивый, рассветка какая радостная. Поднимаемся вот сюда наверх. О, здесь даже какой-то магазинчик О, сувенирный. Наверх, под лестницу идет. Точно. Вы представляете, здесь есть такая маленькая лестничка, можно сказать, потайная, по которой можно подняться, чтобы не обходить в самый центр старого города. Ага. Да, можно по верху там пройти. Не могли обычную лестницу делать так? Вот, наслаждайтесь прогулкой по вечерней Варшаве. Да, вот так выглядит старый город вечером. Здесь везде живут люди в этих домах. Дома хоть и старинные, но смотрите, да, какие крыши интересные, красивые. Все светится, а вон впереди современная Варшава. Историческая часть города, видите, и вот так вот, очевидно, да.
Куда? Туда идет или сюда? Сюда пойдем. Сюда. Сюда, сюда. А вот идет магазин, который такие забытковые вещи. Разные старинные. Да, коллекционер здесь вот в этом магазинчике, да, антиквариат. Ага. Посмотрите, это набор, я так понимаю, Для изгнания дьявола, да? ну, Не вампиров. Ну, или вампира. ну да, там вот написано колья. «Состав Ага. изгоняния вампиров». Ага. Видите, тут вот колья, я так понимаю, осиновые, да? Ага. Вот. А где серебряные пули? Ну, не знаю. Ну вот видите, Наши всякие серебряные. различные принадлежности. Ножи серебряные. Да. Интересно, такая телефонная трубка такая, что не знаю, с каких. А вот 1800. смотри, а это для колесо вот это, вот, вон, Где? вон. Ну, я понял, это для- для музыки, да? Как это называется? Пластинка. Нет. Нет, это назывался по-другому. Реально, сверху цилиндр, как раньше носили в 18 веке. Папа Карло играл на Шарманка. шарманка. Вот, да. диск Смотрите, шарманки. диск из шарманки. Ну и пластинок много, да, там огромное количество пластинок. О, солдатики. Ну, в общем, магазинчик интересный, если получится, сейчас мы туда зайдем и немножечко да? посмотрим. Лапидариум. Тут много старых вещей. Можно приходить сдавать в ломбард. Вот эти старые фотоаппараты, картины. Очень много разных вещей. Он находится в начале самого старого города в Варшаве. Тут очень много интересных вещей. Кто интересуется такими вот вещами, пожалуйста, значки тут, книги, медали. Монеты. Тут можно приходить и предлагать. Смотрите, хрусталь, вазы, подсвечники, все, он даже пластинки. Не буду уточнять, где какие цены, но если вы приедете в Варшаву в начале Барбакана, то вот такой вот магазинчик есть. Эти. Даже есть котелок. Много старых вещей, много интересных вещей. Любители тут будут очень довольны. Вот такие, видите, даже траки есть. Какие-то колеса. Это военный такой ассортимент. Тут он каски с Великой Отечественной войны. Советские, немецкие. Эти. Забыл, как на фуражке. Видите? Мундиры есть. Ты посмотри. Какую вы даже и не видели. Смотри, она уже выцвела ткань вся, но все равно она есть, эта ткань, глянь. Колеса на рессорах, представляете? Вот такая ручка. Ух ты, какая она. А, Спорим, ты на таком Это- велосипеде не проедешь. И ручка держать тоже металлическая, ну да? Не, деревянная. Деревянная и сохранилась так хорошо, представляешь?
Это магазин, один хозяин им владеет, коллекционер. Смотри какой. Ну Вы да, видели такие? Я только в цирке такие. смотри, Федя, не проедешь. смотри, Не проеду. глянь. Ну. А. Прикольно. Ну, супер. Ну, А это от рояля, вот, внутренность. цена даже есть. 14 тысяч С- злотых. Да, это от рояля старого. А вот смотрите, очередной магазин, тоже преимущественно с янтарем. Посмотрите, какие здесь вот украшения. Смотрите, какие массивные, да? А Из цельного янтаря. Очень много магазинов с янтарем. Да. в старом И на городе. стену даже вот, смотрите, можно вот такую вот повесить, как я не знаю, что это называется. Картину назовем Украсить её. стену вот такими вот тоже интересными вещами. Мне такое впечатление, что там даже лампы из, Да, это с янтаря. да, абажуры из янтаря. Посмотрите. И внутри, отойди сюда, гляньте, сколько внутри еще Пошли дальше. бусы из янтаря. Ну и мы движемся к самому-самому. Эти урны интересные, старинные. Мы движемся к самому-самому центру рождественских гуляний, ну, которые еще, конечно, не готовы полностью, но уже очень много там всего приготовили. И сейчас мы вам это покажем. Сегодня рабочий день, вечер, и людей очень мало. Много туристов, но обычно здесь не пройдешь. Да? А сегодня прямо свободно можно идти, гулять и рассматривать. Сувенирный магазинчик. Ну вот, смотрите, еще не светятся все эти лампочки, фонарики и так далее, но уже готов каток. Так. И смотрите, уже даже стоит елка. Тут уже елочку поставили, украсили. Елки, конечно, везде искусственные стоят. Ну вот, поэтому заранее можно все подготовить, не торопиться. Вот такие целые, да, деревья в этом году будут. Ветки украшенные этими фонариками, да. А здесь продают у нас колбаски гриль. Да. И вино. Ну, можно еще, кроме этого, взять и Ну, картошка. гарнир, и обязательно красное горячее вино. Да? Глинтвейн, да, О, глинтвейн. смотрите, Это игрушки. Ой, елочные игрушки, посмотрите. Уже елочные игрушки можно приобрести. Ой, смотрите. Ну, я имею в виду, их уже, конечно, очень много у нас продается Их везде. с лета. Уже недели 2 назад мы видели елочные игрушки и все украшения уже в Лерой, да, Мерлин. Мерлине и в Ашане, и И Где? Ваби, и в Аби уже украшали везде, да. Так что все уже есть, уже давно, все готовы к празднику. Можно идти покупать. Здесь вот есть музей иллюзий. Наши дети ходили в этот музей со школой, и им очень понравилось. Мячик. Музей интересный, да, и вот этот вот. Подожди. Давай. И вот этот вот знак этого музея иллюзий мы вчера с ребенком пытались нарисовать. Это задание было со школы. Да. Задание было ребенку Сейчас я буду его рисовать. из школы, да, нарисовать вот этот вот. Как он называется правильно? Нет, знак А, я этот. не помню, какой-то... У него есть название, в общем. Это У него какая-то нету названия. неправильная фигура, что-то такое, да, папа? Ну и вот смотрите, на завершение нашей сегодняшней прогулки уже темно и вряд ли вам будет что-то видно. Не будем уже мы вас с собой на прогулку брать. Хотим вот показать вот такие вот витрины этого магазина. Здесь вот народное творчество можно приобрести себе на сувенир. А вот здесь уже тематика наступающих праздников. Смотрите, какие елочные игрушки красивые. Вот, кто любит елочные игрушки, обязательно приходите сюда и выберите, я уверена, что-то найдете себе. Спасибо вам, друзья, что сегодня вместе с нами прогулялись. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось наше видео. И до новых встреч! Все, друзья, смотрите, мы заканчиваем наше путешествие. Вот такая вот красота. Костел упирается в небо. Такая подсветка красивая. Супер.